Всем привет! Сегодня я к вам с праздничным тортом. Вкусный торт с киви и малиной, кремом маскарпоне и бисквит. Форму торта можно сделать любую, получится у каждого. Бисквит готовлю из простых продуктов. Вот на 5 яиц, сахар, молоко, растительное масло, ну и, конечно же, мука. Все продукты просто смешиваю в однородную массу в миксере. 5 яиц. Сахара я беру граммов 250. У меня сахар тростниковый, поэтому он не сильно сладкий. Смотрите по своему сахару. Возможно, и 200 граммов вам будет достаточно. 2 пакетика ванилина. И все взбиваю в однородную массу, не до белой большой пышной пены, просто однородно, чтобы перемешалось. И начинаю уже добавлять сразу же первый стаканчик муки, первые 160-170 граммов, чтобы тесто было сразу же густым, чтобы добавлять жидкие продукты. После первой муки 200 мл молока теплого комнатной температуры. Тоже перемешивается, тут же добавляю еще муки, сразу же добавляю 120 мл растительного масла, еще добавляю муки, пакетик разрыхлителя. И теперь вот смотрю уже по консистенции теста, сколько еще нужно добавить муки. Вот такое вот тесто должно получиться, вот так вот оно должно медленно, тягуче стекать. И всего муки у меня получилось 600 граммов. Теперь на большой противень выливаю все тесто. Противень просто смазала растительным маслом. Распределяю ровненько по всему противню и ставлю в духовку вверх-вниз на 180 градусов. У меня получается всегда минут 35-40 максимум. Не пересушивайте бисквит. И вот такой вот бисквит выходит. Ровно 35 минут он у меня был в духовке. Румяный, зубочисткой проверила сухой. Даю полностью остыть и тогда уже разрезаю. Крем делаю на основе классического крема для тирамису с маскарпоне, но с добавлением сливок. В 2 белка, щепотка соли и 3 столовых ложки сахара. Взбиваю до хороших белых устойчивых пиков. Белки вот прекрасно сбились за 10 минут, и я их перекладываю просто в тарелочку и в холодильник ставлю. И в этой же чаше взбиваю весь остальной крем. 2 желтка, 2 пакетика ванилина, 140-150 граммов сахара и взбиваю до такой хорошей однородной массы. И вот масса уже побелела, сахар с желтками, добавляю, чередуя маскарпоне и вот сливки сметаны. На минуточку тоже они у меня 40%. Но если у вас нет таких сливок или сметаны, то возьмите сметану не менее 25%. То есть добавляю сначала маскарпоне, потом баночку такой сметаны, опять маскарпоне и уже добавляю чуть-чуть еще сметаны. Маскарпоне 500 граммов беру, сметаны 400 граммов у меня, можно 300, тоже подойдет. Просто на этот торт нужно где-то примерно килограмм, кило 100 крема всего вместе. И просто вот друг за другом все закладываю, ничего не жду, должно просто перемешаться, иначе можно перебить крем и начнется выделяться вода. Вот такая красивая прям красота, хорошо как сбился крем, почти готовый. В 2 этапа я обычно ввожу белки. Белки дают воздушность крему. Он вот по структуре просто необыкновенный получается. Он не разжижает, он немножко жиже становится, но стабильный такой же. И пока буду работать с коржем, разрезать его, то крем находится, конечно же, в холодильнике. Все вот так вот хорошо перемешиваю до однородности. И ставлю в холодильник, разрезаю корж. Торт сегодня у меня будет квадратный. Это пожелание именинника, поэтому узнала, правда, я об этом за день, что торт еще и квадратный должен быть. Поэтому из большого бисквита вырезаю квадрат 23 сантиметра. Бисквит буду пропитывать, поэтому он сам еще в торте увеличится. Пропитывать можно молоком такой бисквит, но я добавлю немножко алкоголя. Можно Бейлис или вот как у меня кремовый ликер. 3 столовых ложечки в молока добавляю. Но если вы совсем не любите, можно просто молоком.
А безе просто руками ломаю на кусочки. Безе я всегда прокладываю, многие торты я прокладываю безе, если это бисквитные торты. Сочетание очень вкусное. Размокает от крема, соединяется с ним и получается супер сочетание. Всегда добавляю безе. А еще безе очень удобно выравнивать торты. Немного пропитываю бисквит, несмотря на то, что он совершенно не сухой. Мы любим хорошо пропитанные торты, бисквитные именно торты. Поэтому я всегда чем-нибудь пропитываю. Из-за этого коржи увеличатся, они просто по высоте поднимутся. Поэтому не смотрите на то, что сейчас корж достаточно выглядит тонко. На корж кладу крем. Раскладываю кусочки безе, на безе крем. И, признаться, это самое сложное в этом торте. Разложить крем по безе. Ну вот по чуть-чуть, вот так вот аккуратненько, чуть придавливая. И на этот слой я выкладываю порезанных 3 киви кусочками. Сверху кладу бисквит. Второй слой также пропитываю. Крем. Также безе. Опять крем. Кладу на безе. И на этот слой посыпаю орешки. Можно положить малину, так как торт киви с малиной. Но не все любят малину. В киви-то есть косточки, а в малине еще больше. Поэтому я не кладу вовнутрь малину, только будет она у меня снаружи на торте. Поэтому сюда у меня идут вот так орешки. И последний корж я пропитываю на столе, так как я его сейчас переверну. Выравниваю вот уголки или кусочками бисквита, или теми же кусочками безе. И сверху крем, и по бокам тоже крем. Выравниваю немножко, поставлю ненадолго в холодильник и занимаюсь уже украшением. И вот такой красивый праздничный торт получается. Можно добавить любой таппер или, допустим, из сахарного теста сделать здесь бантик. И вот он вам, торт-подарок, будет на вашем праздничном столе. Внутри он очень хорошо пропитывается. Небольшая кислинка от киви добавляет такой интересный вкус. И очень советую в молоко для пропитки добавлять какой-нибудь алкоголь молочный или кофейный. Тоже добавляет свою изюминку в этот торт. Ну и для любителей малины, конечно же, это праздник. Пусть вам будет вкусно, делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо.